Всем привет, с вами Автандил. Сегодня мы поговорим о скрытых возможностях синтезатора Roland D20. Это различное тестирование и вспомогательные функции, которые либо частично описаны, либо вообще не описаны в мануалах Roland. Большинство этих функций приводится в действие при включении синтезатора. То есть нам надо включать синтезатор и при этом нажимать какие-то кнопки. Итак, поехали. Первая такая функция называется инициализация. Чтобы ее запустить, нам при включении синтезатора надо держать нажатыми две кнопочки Tune/Function и Write. Вот мы их нажимаем и включаем синтезатор. На табло мелькает запись Initializing, то есть синтезатор инициализируется. Что при этом у нас происходит? При этом у нас синтезатор сбрасывается к своим заводским настройкам. Ну, если конкретнее поговорить об этом, то при этом всем тембрам с А11 по А88 соответственно присваиваются звуки от А01 из банка А до А64. А соответственно тембрам Б11 по Б88 присваиваются звуки из банка Б, то есть это от Б1 до Б64. При этом сами банки звуков А, Б и Р, они остаются неизменными. Что касается ударных, опять-таки все паттерны, которые имеют номера с 51 по 88, тоже сбрасываются к заводским настройкам, то есть они просто являются скопированными паттернами, которые нам нельзя изменить, то есть с 11 по 48. Банк I звуков заполняется звуками из банка B. Ну и остальные, в общем-то, настройки все приводятся к исходным значениям. Когда инициализацию лучше производить? Когда у нас какие-то возникают ошибки, либо при передаче данных, либо мы что-то там наворотили и хотим одним движением все исправить. Но, естественно, при этом все то, что мы делали, все настройки наших банков, ритмических паттернов, ручных настроек барабанов, сопоставления им каждой клавиши звуков из банка R, это все потеряется. Ну, это такая спасительная кнопка типа паник. Идем дальше. Выключаем синтезатор. Теперь держим нажатыми две кнопки Exit и Edit. И включаем синтезатор. И мы попадаем в целый набор возможностей тестирования. И нам на экране подсказывается, что чтобы к этим всем тестам перейти, надо держать нажатую кнопку Exit и нажимать какую-то другую кнопку. Начнем с тех же кнопок Exit и Edit. Это тест памяти. То есть вот нам показывает, что все виды памяти окей, кроме памяти типа C. А C это наша карта памяти, которая у нас отсутствует. Дальше нажимаем Exit и следующую кнопочку Tune/Function. Это режим тестирования всех наших контроллеров. Значит, первый бенд это контроллер джойстика. То есть я могу подвигать влево-вправо и будут отображаться данные, соответственно, значений этого параметра наклона нашего джойстика. И если вы помните, когда мы джойстик
не влево-вправо, а когда мы его вверх переводим, то мы тем самым вводим модуляцию. Ну, и то же самое, вот мы видим, значение этого изменяется. Следующее, мы можем слайдер value подвигать, и также у нас будут изменяться значения. Последний параметр, он проверяет все наши кнопочки. Вот в зависимости от того, какую кнопку я сейчас буду нажимать, такое слово там и будет появляться. Вот я нажимаю кнопку «Стоп», появляется название кнопки «Стоп». Нажимаю «Старт», появляется ее название. Нажимаю «Темпо», «Темпо». Value вверх, value вверх, value вниз, кнопочки lower, upper, дисплей вверх, дисплей вниз. Multi-temporal performance, секвенсор, ритм, синтезатор, internal card, AB, exit, edit, tune, MIDI, compare, write, data transfer, enter. Ну и теперь все кнопочки с номерами. B1 это банк 1, банк 2 и так далее. Все эти кнопочки я нажимаю и проверяем их отклик. Что эти кнопочки действительно работают. Вот такой вот тестирующий режим. Следующий тест из этого пакета Exit и MIDI. Нам говорится, что это тест клавиатуры. То есть мы можем нажимать все наши клавиши, будет показываться нота и ее громкость. То есть тем самым мы можем проверить срабатывание нашей клавиатуры. Exit плюс Compare. Здесь мы тестируем некоторые звуки, которые синтезируются и которые записаны в виде сэмплов в нашем синтезаторе. То есть я сейчас буду нажимать кнопочки Bank, и у нас будут звучать разные звуки. Вот мы протестировали различные звуки, которые нам синтезатор может издавать. Следующий тест Exit плюс Write. Это тест для проверки дисплея, когда у него все пиксели выключены. То есть тем самым мы убеждаемся, что никакой пиксель не остается гореть при выключенном дисплее. Exit плюс Data Transfer. Тут наоборот. Все пиксели включены, и мы видим, что, в общем-то, ну, это быстро проскакивает, но мы можем это повторить еще раз, что все пиксели у нас горят, что называется, битых пикселей нет. Ну, самый такой интересный тест – это тест наших лампочек. Exit, Enter. И вот все лампочки у нас загораются разным цветом. Ну и последний тест из серии Exit Edit – это Exit плюс кнопочка Multi-Temporal и Performance.
Это тест нашего дисковода. Ну, если вы захотите это повторить, то имейте в виду, что в эти тесты входят также и форматирование, стирание. То есть лучше вставьте чистую дискету, тем самым вы не испортите никакие данные. Тут у нас 4 теста. Они переключаются кнопочками Bank. Вот это тест дисковода как такового. Статус 00, ну, значит, все хорошо. Нажимаем кнопочку Bank 2. Это тест форматирования. То есть наша дискетка форматируется. Ну, формат, как вы можете помнить из предыдущих видео, штука долгая, поэтому мы видео перемотаем. Ла-ла-ла-ла. И формат уже закончен. Ну, опять-таки, выдается сообщение, что формат закончен, никаких ошибок нам не выдало, значит, эта функция работает нормально. Следующая функция тестируется нажатием кнопочки Bank 3. Это функция записи. Ну, не знаю, что он там записывает, может быть, какую-то тестовую информацию, потому что он пишет не на все дорожки, а на выборочные. Ну, проверяется сама возможность записи, что дискета правильно откликается. И, наконец, нажатием кнопочки Bank 4 мы запускаем тест чтения. Опять-таки читается с вот тех секторов, на которые мы только что записывали. Все, тест закончен, ошибок нам не выдано. На этом мы заканчиваем серию тестов, вызываемых нажатием кнопок Exit Edit при включении. Переходим к следующим функциям. При включении держим одновременно нажатыми кнопочку Edit и Data Transfer. На дисплее у нас появляются версии ROM наших микросхем внутренней памяти синтезатора. Ну вот, показано, что две микросхемы, каждая из них имеет версию 1.10. Еще раз выключаем синтезатор. Ну и теперь включаем, уже не нажимая ни на какие клавиши, потому что для последней комбинации, о которой я хотел рассказать, не надо их нажимать при включении синтезатора. Можно вызвать в любой момент. Это одновременное нажатие клавиш Sequencer и Enter. Этот режим воспроизведения демо-песен. Демо-песни синтезатора Roland D20, они показывают возможности синтезатора, соответственно, то есть играются разные мелодии, используются разные инструменты. И вот, кстати, звуки из этих демо-песен я использую в заставках к нашему видео. Запускается нажатием кнопки «Старт».
И тогда будет играться все песни по порядку. Либо можно выбрать, например, 5-ю песню сразу нажатием кнопки Bank. И видите, на дисплее появляется ее название Folk. Ну и кнопочкой Start мы ее запускаем. Соответственно, также можно вызвать, например, 2-ю песню. И кнопочкой Start ее управлять. Ну, должен заметить, что в этом режиме у нас работает только клавиша громкости, то есть все остальные, что мы будем нажимать, клавиши работать не будут. Ну и отключается MIDI-выход, то есть в этом режиме мы не можем передать песни на внешний компьютер, на секвенсор, чтобы их записать. Эта функция не работает. Вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать о скрытых и полускрытых возможностях синтезатора Roland D20. Если понравилось видео, ставьте лайки и предлагайте темы для новых видео. Всем пока! Game over, man! Game over!